Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Миран выходит со склада и подходит к Дилану и Берану, они очень счастливы. Но хотя Миран и не возражает против их внимания, особой близости он не проявляет. Берфин же начинает взволнованно рассказывать Тугбе о ее первой встрече с Акифом. Тугба говорит Берфину, что ей очень повезло, но Акифу повезло еще больше, потому что он нашел ее такой же, как и ты. В то время как Акиф говорит Гэже Айхан, что встреча прошла очень хорошо, госпожа Айхан спрашивает, когда мы собираемся спрашивать. Когда Акиф говорит, что еще слишком рано, госпожа Айхан спрашивает, вы занимаетесь любовью с моей дочерью Берфин? Акиф говорит, что это за слово. Мои намерения серьезны, очень серьезны, но еще слишком рано. Дилан говорит, как мы можем объяснить это нашему сыну, как мы можем заставить его принять это. Если бы он всегда был счастлив, если бы он каждый день ложился спать счастливым и ложился спать, зная, что его любят, но нет ничего, что я мог бы сделать. Могу сделать. Баран говорит, что ты сделал все, что мог. Мы подождем здесь, пока не наступит тот день, когда он переварит то, через что ему пришлось пройти, мы будем с ним и дадим ему силы, когда этот день наступит. Когда Дилан спрашивает, как это будет, Беран отвечает, до вчерашнего дня мы думали, что наш сын находится под землей, но, слава Богу, мы с ним и утешаем себя, думая об этих вещах. Когда Дилан спрашивает, как мы вытерпели столько боли, Баран говорит, что и это пройдет, наш Миран назовет нас родителями. Пока Дилан встает утром и ищет свои часы, Беран говорит, что неважно, эти часы в любом случае не имеют значения. Когда Дилан говорит, хорошо, давай не будем оглядываться в прошлое, может, нам пойти куда-нибудь сегодня. Он вчера весь день оставался в комнате, Беран спрашивает, хорошо, куда нам пойти? Дилан говорит, я не знаю, давай спросим Мирана, пойдем куда он хочет и спросим его. Берфин приходит на кухню со всем своим позитивом и улыбается дамам Хасибе. В то время как Хасер приходит и ругает дам Хасибе за то, что на столе нет тахини и патоки, она уходит. Пока Миран думал о моменте, когда он спросил Дилана и Барана, я Миран, Дилан и Баран подходят к нему и спрашивают, давай выйдем ненадолго, куда ты хочешь пойти? Когда Миран говорит, я не знаю, это не имеет значения, Баран говорит, хорошо, тогда я спущусь вниз, ты собирайся и приходи. Дилан выбирает для нее одежду и помогает одеться, крепко обнимает и целует ее. Пока Баран ждет внизу, к нему подходит госпожа Хаджер, говорит, я хочу кое о чем поговорить и упоминает решение Тарика вернуться в Мардин. Госпожа Хаджер говорит, что вам следует поговорить с стариком и сказать ему, что вам не нужно уходить отсюда. Когда Баран говорит, я спрошу его причины, он говорит, спасибо, сынок, и уходит. Дилан и Баран приезжают на море со своими сыновьями. Понимая, что Мирану холодно, он настаивает на том, чтобы надеть куртку, которую он не мог заставить Мирана носить, когда тот был дома. Когда Дилан и Беран спрашивают, голодны ли вы или устали, хотите ли вы чего-нибудь выпить, Миран продолжает идти, говоря, что я ничего не хочу, я скажу вам, если захочу. В то время как госпожа Азади и господин Кудрет говорят о Миране и радуются, что он предпринял шаг против своих родителей, господин Кудрет также обеспокоен тем, что произойдет. Госпожа Азади говорит, не волнуйтесь, Миран ходил вокруг и называл вас дедушкой, а меня бабушкой, все будет хорошо. Пока Миран бросает камни в море и играет, Баран и Дилан наблюдают за ним сзади и задаются вопросом, не скучно ли ему, и хотели бы они прочитать его мысли, потому что он пошел с нами. Когда он спрашивает, счастлив он или несчастен, голоден или сыт, он ничего не отвечает, Дилан говорит, если ребенок голоден, он вам скажет, если ему скучно, он это покажет, не волнуйтесь, точка. Затем к ним подходит Миран и говорит, я голоден. Дилан говорит, хорошо, что вы хотите съесть. Они перечисляют много еды с Бараном, и Миран говорит, что хочет фрикаделек. Баран говорит, сиди здесь, я приду с фрикадельками, и оставляет мать и сына одних. Пока госпожа Хаджер тихо сидела в углу, Джейда подошла к ней и сказала, нет, мама, ты, кажется, скучаешь. Госпожа Хаджер говорит, никто не может меня беспокоить, я должна поклониться своим врагам, я могу.
Чтобы заставить его есть, я поговорил с Бараном, чтобы он мог отговорить Тарика уйти. Джейда поддерживает ее, говоря: «Ты проделала отличную работу, мама». В этот момент Тарик проходит мимо, не глядя на Хаджер Ханем. «Вы видели госпожу Хассер, она даже не смотрит на меня». Когда я говорю «сэр», Джейда говорит: «Не волнуйтесь, мама, я поговорю с ней». Берон покупает фрикадельки и хлеб и приносит их Мирану. Во время еды они спрашивают, понравилось ли вам и хотите ли десерт. В этот момент Миран спрашивает, мертв ли Миран. Берон: много лет назад с нами произошел несчастный случай, когда ты был ребенком, мы думали, что ты потерялся, мы искали повсюду, мы не могли тебя найти, они сказали, что ты умер, нам было очень грустно, потом дядя нашел тебя и отвез тебя в Тарек, сказал, пусть это будет твой сын, потом мы пришли в особняк, мы очень тебя полюбили, когда встретили. После мы узнали, что ты наш сын, ты наша жизнь, наша кровь, мы любим тебя больше всего на свете, говорит он Мирану. Когда Джейда спрашивает Берфина, как прошла твоя ночь с Тукбой, когда она его поймала, Берфин отвечает, почему ты спрашиваешь об этом сейчас? Когда Джейда спрашивает, вы когда-нибудь так веселились, Берфин отвечает, нам было весело, и уходит. Джейда говорит, что этот хаос, над которым вы развлекаетесь, должен закончиться, и настанет и ваша очередь. Когда Миран спрашивает, будет ли мой отец больше моим отцом, Дилан объясняет, что Баран – твой настоящий отец, но Тарик тоже любит тебя и будет продолжать любить. Миран поворачивается к Барану и говорит, если ты мой отец, он пойдет и станет отцом других детей. Баран: не волнуйся, мы никогда не сделаем ничего, что могло бы тебя расстроить. Когда Тарик говорит, он у меня, Миран говорит, но что, если он уйдет? Когда Берон говорит, что не пойдет, если ты этого не захочешь, Миран опирается на него и ныряет в море. Когда Берфин рассказывает Акифу о своем диалоге с Джейдой, Акиф спрашивает, вы думаете, он подозрительный? Берфин говорит, мне так казалось. Когда она говорит, я не привыкла к таким секретным вещам, Акиф говорит, вам не нужно к этому привыкать. Мы выйдем и скажем им, что наши намерения серьезны. Берфин сначала колеблется, как это произойдет, и когда Акиф говорит, что Баран сейчас занят, но мы можем поговорить с дядей Кудретом, и он нас поддержит, Берфин становится счастливым, и они решают, что когда мой брат успокоится, мы тоже поговорим с ним. Когда Дилан говорит Мирану, что мы очень устали, пойдем в особняк и хорошенько выспимся, Миран спрашивает, где мы выспимся. В то время как Дилан говорит, мы, конечно, не будем спать, сон придет, когда он устанет, Берон оставляет их, говоря, вы остаетесь здесь, я приду. Дилан и Миран бросают чайкам бублики, и все выглядят очень счастливыми. Баран приходит с шоколадкой в руке и предлагает вам посмотреть, что он купил. Когда Миран спрашивает, что это такое, Дилан и Баран говорят ему. Когда Миран спрашивает, сделано ли оно из бумаги, они рассказывают ему о его содержании и дают ему посмотреть, понравится ли оно ему. Они все вместе с удовольствием едят вафли. Когда Акиф и Берфин пришли к господину Кудрету и сказали, нам есть о чем с вами поговорить, господин Кудрет, я понял. Я ждал, когда они придут ко мне и расскажут. Акиф: сэр, вы говорите, что мои намерения серьезны, он ведет себя так, будто злится, Акиф колеблется, если у вас есть разрешение. Господин Кудрет улыбается и спрашивает, все в порядке, сынок, и подтверждает их отношения, говоря, мы найдем жениха получше, чем ты, но если ты расстроишь нашу дочь, мы расстанемся. Когда Дилан и Баран возвращаются в особняк с Мираном и выходят из машины, в двери появляется Тарик. Когда Миран видит его, он подбегает и обнимает его, называя отцом. Когда Тарик спрашивает, как прошел твой день, Миран отвечает, хорошо. Когда Тарик говорит, что с этого момента дни всегда будут хорошими, нам было очень грустно, когда ты вот так заперся в комнатах, Миран говорит, что больше не закроет их. Когда Тарик спрашивает, расскажи мне, что ты сделал, а Миран объясняет, что мы ходили на пляж, ели фрикадельки, хлеб и ели вафли, Тарик извиняется и говорит, я никогда не водил тебя с собой. Когда Тарик говорит, что пойдет, Миран говорит, тогда не уходи. Когда Тарик говорит, что пойдет, Миран говорит, я люблю тебя, как мой отец, папа, пожалуйста, не уходи.
Берон и Дилан говорят, что чувства Мирана очень тяжелы, ему трудно оставить человека, в котором он укрывался годами, по крайней мере, мы проводили время вместе и разговаривали с нами, хотя в голове у него были десятки вопросов. Когда Дилан говорит, что у моего ребенка есть проблемы, превышающие его размер, Берон говорит, что, надеюсь, со временем все они исчезнут. Когда Дилан заходит внутрь, чтобы посмотреть на Мирана, Тарик и Баран остаются одни, и Баран говорит, что ты хочешь пойти. Тарик говорит, что больше нет смысла здесь оставаться. Когда Баран говорит, я вижу, как сильно ты любишь Мирана, он тоже тебя любит. Тарик спрашивает, ты хочешь, чтобы я остался здесь, в особняке? Баран говорит, да, ради Мирана. Тарик говорит, поэтому мне нужно идти. Пока господин Кудрет рассказывает Барану о том, как прошел его день, субъект доходит до Феррата и говорит, что эта реальность слишком тяжела даже для него, и для Мирана вполне нормально испытывать такую путаницу эмоций. В то время как Баран говорит, что он очень скучает по Феррату, господин Кудрет также плачет и объясняет, что он очень скучает по нему и что он видит его во сне, а затем понимает, что его нет рядом, и ему грустно. У отца и сына бывают очень эмоциональные моменты, и они рассказывают о том, как они чувствуют отсутствие Феррата и Гуля. Приходит Акиф и говорит, что человек, стрелявший в Хасана, был киллером и что на его банковских счетах лежала крупная сумма денег. Баран говорит, выясните, кто вложил эти деньги, а затем Хасан говорит, что, очевидно, он причинил вред кому-то еще, и они хотели его убить. Пока Берон и Дилан говорили о том, что Миран сегодня очень тихий и что благодаря их любви он поправится, они были очень удивлены, когда Миран зашел к ним в комнату и спросил, может ли он спеть мне колыбельную. Возможно, это будет их самая счастливая ночь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.